Это все-таки произошло. После стольких лет ожидания мы наконец-то были вознаграждены. Silksong вышла. И я признаюсь честно, игра превзошла все мои ожидания. Не только масштабом, но и своей историей. Такой же запутанной, метафоричной и молчаливой, как и прежде. Фарлум оказался жестоким и сломанным королевством, в котором маленькие челепиздрики отчаянно пытаются выжить. Проведя почти 200 часов в игре, я подготовила это видео, чтобы вместе с вами разобраться в истории Фарлума и понять, что именно здесь произошло и почему. Это первое, но далеко не последнее видео о Silksong, поэтому подписывайтесь, ведь впереди нас ждет еще много разговоров об этом мире. Но прежде чем мы начнем, я настоятельно рекомендую посмотреть мое видео о первой части, ведь история Silksong не может существовать в отрыве от истории Hollow Knight. Что ж, давайте начинать. Некогда великое королевство Фарлум славилось кристально чистыми реками, зелеными тропами и многообразием народов, населявших его. Талантливые ученые, воины и ремесленники двигали Фарлум вперед, а его прогрессу мог бы позавидовать даже бледный король. Но все это осталось далеко в прошлом. Русла рек иссохли, природа одичала, а народы, некогда наполнявшие эти земли жизнью, были забыты. Фарлум пришел в упадок, медленно и необратимо. В этот период Хорнет и становится гостьей этих земель. Похищенная неизвестными жуками еще в Холлоунесте, она освобождается из плена лишь у самого подножья королевства. Проделав столь долгий путь, смелая воительница не готова просто уйти. Вместо этого она решает остаться, чтобы понять, кто и с какой целью осмелился похитить ее. Выбравшись из грота, в который она рухнула, освобождаясь от своих пленителей, Хорнет попадает в первое населенное место на своем пути – Костяную низину. Это трудно назвать городом. Здесь почти нет постоянных жителей. Паломники задерживаются лишь на короткий привал, чтобы передохнуть перед восхождением к своей истинной цели – цитадели. И движет ими непоколебимая вера. Оружие в их восхождении считается великим грехом. Поэтому, неся с собой лишь песнь, паломники отправляются в путь. Дорога к цитадели невероятно долга и таит в себе множество опасностей. Весь Фарлум поразило загадочное наваждение, проклятая нить, сводящая с ума всех живых существ, кому смогла дотянуться. Встреча с ними опасна даже для опытного воина. Что уж говорить о пилигримах, лишенных какой-либо возможности защитить себя. Но что ожидает их в конце этого пути? Насколько щедры обещания, если ради них жуки готовы подвергать себя столь отчаянному риску? Откуда взялась эта вера и в чем заключается ее суть? Чтобы ответить на эти вопросы, сперва необходимо понять, что предшествовало возведению цитадели и во имя каких целей она была создана. Некогда Фарлум был разделен между несколькими народами. Самые развитые из них – караки, скары и верденийцы – занимали обширные территории королевства, но нашлось место и для меньших народов, таких как кары или кольники. Неотъемлемой частью Фарлума был панцирный лес. Место, не имевшее собственной культуры, но населенное множеством неразумных жуков, подчинявшихся своей создательнице – Найлет. Именно ей все буйство и многообразие природы Великого Леса обязано своим существованием. Создания Найлет беспрекословно слушались свою мать и потому не проявляли агрессии к мирным жукам. Путешественники могли без опасения ступать на тропы панцирного леса, зная, что здесь они находятся под ее защитой. И словно в противовес этому месту, по соседству раскинулся окруженный водами коралловый лес. Твердый, жесткий, под стать жукам, населявшим его. Караки, обитатели этих земель, были воинственным и волевым народом. Под началом своего жестокого правителя, короля Хана, они сумели захватить половину Фарлума. Скары также были умелыми и опытными воинами. С самого детства они держали оружие в руках. Однако против них играла их разобщенность. Множество самобытных, но обособленных племен не могли сравниться с дисциплинированным войском. Так продолжалось до тех пор, пока великая воительница Кармелита не объединила их своей песнью и не стала их предводительницей. Верденийцы были развитым и процветающим народом. Их вечно зеленое королевство населяли самые разные виды как разумных, так и неразумных жуков.
возглавляли Верданию два принца, двое возлюбленных, рожденных в один день и поразительно похожих друг на друга. Еще до того, как они взошли на трон, им удалось совершить то, что не удавалось никому прежде. Они выследили и сразили Бледноножку, древнее, почти мифическое создание. Легенда гласила, те, кто одолеют его, будут благословлены божественным правом на правление Верданией. О прочих народах можно сказать немного. Пусть они обладали собственной культурой и языком, до величия своих соседей им было далеко. Кары под предводительством отца Кара промышляли мелким воровством. Кольники и их вождь Великий Граал держались особняком и предпочитали не покидать свои пещеры с кристально чистыми водами. Все эти народы шли своим путем, каким бы он ни был. Они сами творили свою судьбу и решали, что же ждет их в будущем. До тех пор, пока в Фарлум не явилась Великая Матерь Шелка, желающая распространить свое величие не только на все королевство, но и далеко за его пределы. На данный момент неизвестно, как именно мать оказалась в Фарлуме и почему выбрала именно его местом для своего будущего королевства. Но наверняка известно другое. Бледные существа по своей природе жаждут править и порабощать. И будучи одной из них, Матерь Шелка не стала исключением. Обладая невероятным могуществом и способностью ткать шелк из энергии души, для нее не было проблемой подчинить себе и весь Фарлум. Однако простого обладания подчиненными жуками ей оказалось недостаточно. В ее душе зародилось желание обрести того, кто всегда будет на ее стороне, того, кто не предаст, кто будет любить и почитать ее, ведь не случайно зовут ее Великой Матерью. И потому она создала ткачей, назвав их своими дочерьми и поведав им об их божественном происхождении. Скорее всего, цитадель была создана ею же, чтобы там ее дети жили и поклонялись ей. Во многом они были похожи на нее. Пусть им и не дано было сравниться со своей создательницей, шелкопряды были сильны и также способны создавать шелк. И следуя воле матери, дети почитали своего родителя, исполняли ее приказы, воспевали ее в песнях и тем самым подпитывали ее власть, делая шелк Великой Матери все могущественнее. Но однажды одной из первых дочерей удалось раскрыть истину их происхождения, которую мать так тщательно скрывала. Оказалось, что их рождение вовсе не было божественным, а шелкопряды ей вовсе не дочери. Фарлиды, примитивные и неразумные жуки, ведомые лишь инстинктами, обитают во многих пещерах Фарлума. Именно им Великая Мать даровала разум при помощи силы шелка, превратив их в тех, кого позже назвала своими детьми. Неизвестно наверняка, стала ли это правда непосредственной причиной событий, развернувшихся позднее. Но подобная ложь не могла не ранить ткачей. Она дала им понять, что они не более чем слуги, лишенные какой-либо божественности. Та самая дочь, что раскрыла истину и поведала ее своим сестрам, была объявлена грешницей и предательницей, и за это заключена в темницу. И, судя по всему, Великая Мать была деспотичным и жестоким правителем, даже по отношению к тем, кто находился к ней ближе всего. В одном из воспоминаний мы можем увидеть, в какой удрученности ткачи несут свое бремя, а само служение матери называют рабством. Возможно, именно это, а возможно и собственная жажда власти, толкнула ткачей на предательство. Потому вместе они приступили к созданию песни, способной усыпить божество. И им это удалось. Дочери освободились от гнета своей деспотичной матери и обрели власть над Фарлумом. Но усыпить столь могущественное существо – лишь половина дела. Стоит Великой Матери пробудиться, и все, к чему они так долго стремились, обратится в прах. А гнев бледного божества будет поистине ужасающим. А значит, допустить этого было нельзя. Сон матери должен был стать вечным. Но для поддержания ее в таком состоянии песня не должна умолкать ни на миг. И именно тогда в умах шелкопрядов зародилась идея. Если ноша оказывается слишком тяжелой для одного, почему бы не переложить ее на плечи другого? Но кто согласится на подобное добровольно? Лишь тот, кто будет искренне верить в благость его деяний, в святость своей миссии, в богоугодность поступков, совершаемых во имя нее.
и потому ткачи выбирают самый подлый, но вместе с тем самый эффективный способ манипуляции. Они создают собственную религию. Великую мать, дремлющую в своем шелковом коконе, ткачи запирают в верхней точке цитадели, которую именуют колыбелью. В те времена цитадель во многом отличалась от той, что предстает перед Хорнет. В отличие от величественного и даже немного дурновкусного строения, щедро украшенного золотом, прежде она была пусть и крупным, но скромным каменным сооружением. Со всех уголков королевства сюда сзывались паломники. Прибыв в цитадель, они становились частью хора, которому предстояло неустанно исполнять песнь, поддерживающую сон Великой Матери, о самом существовании которой они даже не подозревали. Ее бытие, ровно как и истинное происхождение ткачей, было строжайшей тайной, известной лишь им самим. Для простых пилигримов же именно ткачи были божествами. Им поклонялись, наделяли каждого особыми мифическими чертами, а некоторые последователи даже носили с собой вырезанную фигурку любимого божества. Скорее всего, паломники искренне верили, что исполняют песнь именно во славу ткачей. Изначально религия цитадели не поощряла излишеств. Первым, кто встречал паломников, становилась статуя благочестивого Исамора, символ образцового послушника, дававшего наставления новоприбывшим. Так паломников учили воспринимать саму возможность быть частью хора как величайшую награду и не желать ничего более, чем скромная одежда и скудная трапеза. Число последователей ткачей неуклонно росло. Теперь им больше не требовалось посвящать себя пению, и потому они направили силы на развитие созданной ими цитадели. Они приложили немало усилий, чтобы сделать ее максимально самостоятельной. Прежде всего, была выстроена четкая структура управления, в которой выделялись три основные касты – хранители, архитекторы и дирижеры. Хранителям было поручено проповедовать, а также собирать и оберегать историю цитадели. В их хранилище можно было найти молитвы, проповеди, летописи и исторические заметки о Фарлуме, а понтифик, главный из хранителей, даже имел доступ к самым сокровенным тайнам королевства. И, судя по всему, эта каста была поразительно эффективна. К моменту нашего визита хранилище накопило поистине невообразимое количество знаний. Архитекторы же не были истинными жуками, пусть внешне и походили на них. Их тела, созданные из металла, сразу выдавали искусственное происхождение. Не обладая ни собственной волей, ни разумом, они беспрекословно служили цитадели и ткачам. Хотя об этом не говорится напрямую, с большей долей вероятности именно ткачи и стали их создателями. По своей сути, архитекторы – это машины, и трудно не поразиться самому факту их существования. Даже для нынешнего уровня развития подобные творения кажутся немыслимыми, не говоря уже о временах возведения цитадели. Создать нечто подобное могли лишь ткачи. К тому же, даже спустя века мы можем увидеть, что архитекторы по-прежнему верны им. Во многом превосходя смертные формы жизни, архитекторы обладали невероятным трудолюбием и вычислительным умом. Получив множество знаний от шелкопрядов, они создавали инструменты, улучшавшие работу цитадели, а также поддерживали функционирование уже существующих систем. Дирижеры же возвышались над всеми жуками цитадели. На их плечи была возложена самая тяжелая ноша управления. Они были единственными, кому открывалась истина о подлинном предназначении этого места. Именно им было доверено передавать последователям волю ткачей, руководить хором и следить за тем, чтобы песнь никогда не прекращалась. Шелкопряды отличались не только силой, но и невероятно высоким уровнем развития. Думая к усыплению матери, они никогда не относились как к окончательной победе. Ткачи понимали, их рабство закончится лишь тогда, когда будет найден полноценный способ их освобождения. Создавая цитадель, они осознавали и другое. Сон матери не вечен. И потому вместо того, чтобы, переложив ответственность на хоры дирижеров, наслаждаться обретенной свободой, ткачи ни на миг не прекращали работу над планом окончательного избавления от ее гнета. По всему Фарлуму они создавали ткачедома, места, проникнуть в которые могли лишь они сами. Именно там можно увидеть, насколько по-настоящему развитым был этот народ. Невероятные устройства, оружие и даже собственный искусственный интеллект, призванный имитировать Великую Матерь Шелка.
Видя подобные технологии, не остается сомнений. Создание архитекторов не представляло для ткачей серьезной сложности. Попав в бездну, мы можем увидеть, что шелкопряды пытались изучить даже пустоту. Расположив там один из своих ткачедомов, они изучали природу пустотных существ и даже смогли поместить пустоту в сосуды. Но как бы умны и старательны не были дочери, им так и не удалось изобрести надежный способ, который позволил бы им навсегда избавиться от матери. И тогда в отчаянии ткачи решаются на побег. К этому моменту ими уже была создана четко выстроенная иерархия и отлаженная система управления цитаделью. Она была оснащена всеми возможными технологиями и функционировала подобно часовому механизму. Мне кажется, что именно ткачи также запустили разработку устройства, которое архитекторы позже довели до совершенства – механизма, автоматизировавшего исполнение песни и избавившего жуков от необходимости поддерживать ее собственными голосами. Так ткачи разбрелись по миру. Многие стремились уйти как можно дальше, чтобы, пробудившись, матерь не смогла их отыскать. Так поступила и мать Хорнет, сбежав в Халлоунест и обретя там новый дом. Но бежали не все. Некоторые ткачи остались в Фарлуме, веря, что однажды их род все же будет освобожден. Они ждали того, кто придет завершить начатое. Именно поэтому Хорнет, находя захоронение своих предков, связывает свой разум с их сознанием и с их помощью обретает возможность добраться до матери и победить ее. Перед Хорнет цитадель предстает как эталонный пример разложившегося и деградировавшего общества. Мы знаем, что и во времена верховенства ткачей она не была безупречной. Еще при их правлении было создано устройство, известное как шелковый сифон. С его помощью из тел больных или престарелых последователей извлекалась душа, после чего сифон преобразовывал ее в шелковых мух, источники света по всему королевству и своеобразные батареи для механизмов цитадели. Побеждая заводных жуков, мы можем увидеть, как их тела покидают эти существа. Став свидетелями смерти одного из архитекторов, понимаем, что и его механизм все это время поддерживала душа некогда погибшего паломника. Это указывает на то, что именно ткачи приложили свою лапу к созданию шелковых мух. Шелкопряды не скрывали, что заманили паломников в свои сети, чтобы использовать их в собственных целях. Однако с их уходом цитадель стала по-настоящему разложившейся. Дирижеры, ведомые жадностью и еще не осознавая, на что соглашаются, с готовностью приняли власть, добровольно переданную им ткачами. И со сменой власти изменилось многое. Даже сама цитадель, некогда скромная и лишенная украшений, теперь поражает обычных жуков своим великолепием и показным богатством. Классовое неравенство, похоже, одна из самых характерных черт королевства этого мира. Мы уже знаем, что вершину иерархии цитадели составляли дирижеры, архитекторы и хранители. Первые обитали в высоких палатах, самой роскошной части цитадели, как и подобает наиболее почитаемым персонам. Им служили те, кто доказал свою исключительную преданность – жуки, получившие титул министров и маэстро. Эти избранные ни в чем не нуждались и вели жизнь, недоступную остальным. Ниже располагались хоровые палаты – место обитания непосредственных участников хора. Более обученные и привилегированные скрывали свои лица и возвышались над простыми хоровиками. Пусть здешние блага и не могли сравниться с роскошью высоких палат, даже эта жизнь оставалась пределом мечтаний для обычных жуков. Дорогие одеяния, изобилие деликатесов, пространство для отдыха. Но за все это величие необходимо было платить цену, и платили ее жуки, жившие и трудившиеся в нижних цехах. До конца не ясно, как именно проходил отбор паломников, прибывших в цитадель, но лишь немногим из них было суждено попасть в хор, остальных ожидал путь в нижние цеха. Судя по всему, рабочие трудились непосредственно под началом архитекторов, помогая воплощать их замыслы и поддерживать функционирование всей цитадели. Им приходилось работать, не покладая рук и не зная полноценного отдыха. Даже несколько минут передышки стоили денег, которые удерживались из и без того скудного заработка. Обвалы и опасные механизмы нередко уносили жизни их товарищей, но даже измученные, находящиеся на грани обморока жуки продолжали трудиться. И все это ради призрачного шанса однажды оказаться наверху.
Рабочие представляли цитадель святым местом с чистейшим воздухом, воображали, как вкушают ее яства и прогуливаются по роскошным залам. Эта мечта мотивировала их работать еще усерднее. Но, судя по всему, пути наверх никогда не существовало, а все эти обещания были лишь обманом. И даже теперь, когда цитадель пришла в упадок, пораженные наваждением рабочие продолжают свой изнурительный труд. Наверное, хуже, чем оказаться в нижних цехах, может быть лишь оказаться на плите. Это место представляет собой темницу, куда направляли жуков, совершивших преступления против цитадели. Здесь им надлежало каяться в ожидании прощения. Причинами для заключения цитадель могла счесть многое: недостаточную набожность, дисгармонию в песне и даже немощь или болезнь. Обрести прощение, таким образом согрешившие, могли лишь после смерти. Но существовали и грехи, за которые прощение не полагалось никогда. Наверняка находились и те, кто мог дождаться освобождения. Так одна вырезанная запись из игры гласит, что один из министров по воле дирижеров дарует кающемуся свободу. Правда, эту запись мы находим на теле самого помилованного. И даже после краха цитадели многие узники не спешат покидать темницу, они остаются здесь добровольно, считая плиту святым местом. А сама мысль о побеге кажется им святотатством. Примечательно и то, что в темницах цитадели даже надсмотрщики – ее пленники. Порядок на плите блюдет клан Мух, порождение матери рода. Омерзительные и внешне, и по запаху, они лишены права ступать внутрь цитадели, но обречены служить ей вечно. На них возложена вина за некий древний грех, совершенный их предками. Грех, который не был прощен до сих пор, и потому они продолжают служить в надежде, что однажды им будет даровано прощение. Но мне кажется, что для цитадели это было лишь удобной формой манипуляции, способом обрести очередных исполнителей грязной работы. А единственной виной этих несчастных существ были их отвратительный облик и запах. И пусть служители нижних цехов и плиты находились за пределами стен цитадели, они все еще ощущали ее присутствие, могли видеть ее силуэты и воображать, что однажды станут ее частью, в отличие от рабочих мрачных топий, расположенных значительно ниже, тех, кто за всю свою жизнь ни разу даже не взглянул на цитадель. Когда-то давно, вероятнее всего еще до ухода ткачей, местные жуки занимались сельским хозяйством и не испытывали нужды в продовольствии. Но так продолжалось до тех пор, пока цитадели не потребовалось еще больше прислужников для поддержания своего мнимого величия. По приказу дирижеров рабочим пришлось отказаться от ремесла и заняться сбором ошметков шелка, падающих с цитадели. Бывшие земледельцы и скотоводы были вынуждены переквалифицироваться, а шметколовы специальными инструментами ловили остатки шелка. Нитехваты подготавливали их к дальнейшей обработке, а шелкорезы сматывали их, превращая в полноценные нити, которые затем доставлялись наверх. Большинство рабочих выполняли работу добровольно, но специально для тех, кто пытался уклониться от обязанностей или бежать, цитадель вывела топикрыла, крылатого клеща особо крупных размеров. Он наводил ужас на рабочих и преследовал беглецов, а их, судя по всему, было немало. Ведь из-за того, что больше некому было обрабатывать земли, а также из-за расплодившихся клещей, местные жуки начали голодать. Чтобы предотвратить их голодную смерть, в пещерах над мрачными топями, ныне известных как тропа грешников, цитадель решила наладить производство пищи. Для этого здесь трудились специально обученные жуки. Они выпускали в воды навозных личинок, выращивая их во взрослых навозных тараканов, которых и предполагалось использовать в пищу. Их мясо было жестким и отвратительным. Сами они источали невыносимый смрад, но росли и размножались они с поразительной скоростью, могли долго существовать впроголодь и не требовали ухода. Именно это и сыграло решающую роль. Пока участники хора вкушали изысканные яства, рабочие внизу давились вонючими потрохами. Но этими действиями цитадель разрушила не только мрачные топи. Разведение таракана в местных водах оказалось губительным и для близлежащих пещер, где проживали кольники. Быстро размножающиеся личинки заполонили и их воды.
Но это было не единственным ударом, который королевство нанесло этому народу. Все нечистоты, производимые последователями цитадели, ровно как и отходы ее производств, было решено сбрасывать в те же воды, что по странному совпадению располагались прямо под ней. Не проявляя ни малейшего уважения ни к природе, ни к другим народам, за годы подобного варварства цитадель превратила эти земли в ядовитые болота. Изменились не только водоемы, сама природа и существа, обитавшие здесь, были вынуждены приспособиться и теперь представляют смертельную опасность. В наши дни уже трудно представить, что некогда в этих пещерах текли чистые воды. Лишь бледное озеро, небольшой участок, не затронутый загрязнением, до сих пор напоминает о том, каким прекрасным это место было прежде. За все это время кольники не только научились выживать в отравленных пещерах, но и возненавидели цитадель, погубившую их дом, а вместе с ней и все, что с ней связано. Диалог с ними невозможен. Они стремятся уничтожить любого жука, осмелившегося спуститься сюда. Однажды один из противников цитадели попытался заключить мир с их лидером, Граалом, но вместо соглашения он был убит, а его душа поглощена. Бездумно уничтожая жизни тысяч жуков во имя собственного благополучия, верхушка цитадели не заметила, как начала разрушать не только окружающий мир, но и саму себя, а вместе с тем и жизни своих последователей. Вы уже знаете, что жуки внизу ловили ошметки шелка, чтобы возвращать их в цитадель. И все это потому, что с уходом ткачей шелк очень быстро оказался в дефиците. Как мы уже знаем, хоровой механизм был создан не сразу. Долгое время дирижеры были вынуждены лично следить за тем, чтобы песня никогда не прекращалась. Но жизненные ресурсы конечны. Не все паломники добирались до цитадели живыми. Последователи старели и умирали. И тогда власть приняла, как ей казалось, гениальное решение – запретить болезнь и смерть в этих стенах. Именно поэтому на плите мы видели записи о заключенных за немощь и недуг. Следуя этой логике, жукам запретили даже пользоваться лифтами, ведь они могли привести к травмам и гибели. Во имя вечного Фарлума жуки не должны были умирать вовсе. Но, разумеется, подобные меры не могли продлить жизнь больным и старикам. И тут неожиданно для этой цели оказался полезен шелк. Судя по всему, именно после ухода ткачей последователи осознали истинную ценность этого материала. Они разместили катушки прямо под коконом Великой Матери и принялись собирать производимый ею шелк. Я уверена, что это произошло именно после ухода ткачей. Тем не было нужды отнимать шелк у матери, они и без того могли создавать его сами. При этом нет никаких свидетельств того, что они делились ими с последователями. Скорее всего, жуки, боготворившие своих правителей, получив с их уходом возможность прикоснуться к божественной силе, с радостью поспешили ею воспользоваться. Тем более, что поначалу она действительно творила чудеса. Шелк, который хирурги цитадели в белых палатах вживляли в тела жуков, делал их сильнее, позволял противостоять болезням и продлевал жизнь. Но очень быстро изобретательные эксперименты превратились в нечто куда более извращенное. Последствия становились все менее предсказуемыми, и даже сейчас в залах белых палат Хорнет находит тела жуков, подвергшихся этим опытам. Шелк впитал их агонию, захватил контроль над телами и теперь нападает на каждого, кто осмелится войти сюда. Жадно оживляя шелк в собственные тела, жуки ни на миг не задумывались о последствиях. В конечном итоге в цитадели не осталось ни одного жука, которого бы не коснулась игла хирурга. Из-за такого расточительства, несмотря на колоссальные размеры кокона, в котором была заключена Великая Мать, последователи очень скоро ощутили нехватку шелка. А став зависимыми от него, они начали любой ценой возвращать утраченные нити. Именно поэтому жители мрачных топий были вынуждены отказаться от земледелия. Приоритеты были расставлены однозначно. Ради шелка простые жуки могли и поголодать. С этой же целью каждый жук цитадели после смерти, если ей все же было суждено случиться, подвергался кремации. Так похоронщики могли без труда извлекать нити шелка из их панцирей. И вживляя в себя шелк, жуки даже не подозревали, что приближают собственный конец, что однажды они утратят волю и превратятся в марионеток Великой Матери. Судя по всему, пробуждение монарха не произошло в одно мгновение. Более того, когда Хорнет прибывает в Фарлум,
Матерь, пусть и способная говорить с нами и контролировать пораженные наваждением жуков, все еще не может покинуть свой кокон. Возможно, ее пробуждение началось из-за того, что от бездумного переупотребления кокон истончился. А может, когда ее шелк стал частью столь огромного количества жуков, это сделало бледного монарха сильнее. Как бы то ни было, даже сквозь дрему матерь сумела установить контакт с внешним миром и пронзить своей нитью обитателей Фарлума. Говорят, первыми оказались простые хоровики, но за ними последовали и другие. Жуки словно теряли рассудок и могли выполнять лишь те действия, которыми были заняты при жизни. В белых палатах мы можем услышать стремление Великой Матери и понять природу того, что впоследствии назовут наваждением. Единый разум, единый союз, привязать их всех, они принадлежат нам. Похоже, цитадель некоторое время существовала бок о бок с уже связанными жуками. Так вырезанная из игры табличка из нижних доков должна была гласить: «Если наважденные продолжают работать, оставьте их в покое. Уничтожать следует лишь тех, кто мешает производству». Судя по всему, положение в цитадели было настолько отчаянным, что даже смерть жуков, пораженных шелковой нитью, могла повлиять на ее функционирование. И, возможно, именно это ускорило процесс связывания. В конечном итоге цитадель пала, и все последователи стали служить воле божества. Именно они по ее приказу похищают Хорнет из Халлоунеста и множество других ткачей до нее, а в колыбели мы можем видеть, как хоровики поют во славу матери. Также мы можем увидеть множество клетей, подобных той, где была заточена Хорнет. Бледный монарх посылала множество экспедиций в попытках отыскать потомков ткачей. Зачем именно понадобились они ей, не совсем понятно. Возможно, она желала отомстить, если не ткачам, то хотя бы их потомкам. Но, скорее всего, она связывала их и поглощала их силу шелка, чтобы быстрее пробудиться. И думаю, Хорнет, будучи детем не только ткача, но и черва, могла дать матери достаточно силы, чтобы та смогла наконец покинуть свой кокон. Правление цитаделью в полудреме, судя по всему, длилось довольно долго. И за это время матерь успела погубить еще немало судеб. И я думаю, что Караки, Вердании и Скары были уничтожены именно в этот период. Во-первых, потому что с момента ее изначального правления прошло невероятное количество времени, а информация о наваждении, захватившем Фарлум, появилась именно после ее пробуждения. Например, королевство Караков, славящееся своей бурной рекой, на момент прибытия Хорнет выглядит как пустыня и кишит пескорезами. Коралловая башня, что некогда была источником вод этого королевства и домом для их правителя, разрушена. Скорее всего, засуха погубила этих доблестных воинов. Их высохшие тела мы можем найти рядом с телом их военачальника. Теперь никто не сможет сопротивляться, кроме нас. Одни против бледного света, гласят его воспоминания. Скорее всего, мать захватила разумы их людей и погубила их королевство, а со смертью их повелителя наступила засуха. Существует также теория о том, что цитадель как-то саботировала прорыв реки вниз по склонам, отчего ее русло иссохло. Но вниз по карте мы не можем найти никакого образовавшегося этим событием водоема. Верданию также настигла печальная участь. Один из принцев пожертвовал собой взамен на безопасность своих земель. Его оболочка и душа стали образом для заводных танцоров, механических защитников ядра цитадели. Но даже несмотря на его жертву, Вердания пала, обещание не было выполнено, а последним выжившим стал одинокий правитель Вердании – Зеленый принц. Скары – единственный народ, который не поддавался наваждению довольно долгое время. Все благодаря их правительнице Кармелите. Поющая Скару своим голосом защищала свой народ от бледной нити. Но время шло. Воительница постарела и утратила свою былую силу. А Скары стали очередными жертвами Великой Матери и даже думают, что голос, ведущий их, это голос Кармелиты. Мир с панцирным лесом, а точнее ее правительницей Найлет, судя по всему, был заключен еще до пробуждения матери. Чтобы их паломники без проблем могли добираться до них, цитадель построила святилище в ее честь и даже посылала туда своих последователей, чтобы почтить ее. Думаю, именно после возвращения бледного монарха влияние Найлет угасло. Великая мать не готова позволять своим подданным поклоняться кому-либо,
кроме нее самой. Но, похоже, даже пребывая в дреме, матерь не отказалась от идеи обрести верное дитя, того, кто будет желать ее пробуждения. Однажды Хорнет встречает вдову, последнюю ткачиху, все еще почитающую великую мать. Вероятно, она не покинула Фарлум именно за тем, чтобы дождаться ее пробуждения и продолжить служение. Однако ее маска сорвана, а тело пронзено булавками, не позволяющими использовать собственный шелк. Кто именно подверг ее такому наказанию, прямо не говорится, но можно предположить, что это было сделано по воле самой матери, как кара за предательство других ее дочерей. Существует и версия, что с вдовой расправились сами ткачи, узнав о ее верности матери. Однако в таком случае, после пробуждения, вдова, вероятно, получила бы новую маску и была бы освобождена от булавок. Существует также мнение, что она была одной из ткачей, захваченных последователями подобно Хорнет. Лишившись маски, она забыла свое прошлое и посвятила себя служению своей пленительнице. В любом случае, решив, что ткачи оказались несовершенны из-за своего происхождения, ведь они были созданы из живых существ, она приходит к новой идее и решает создать существо с нуля и наделить его теми качествами, которые сочтет нужными. Но, как мы знаем на примере Бледного Короля, подобная невероятно сложная задача даже для божества. И, судя по всему, этот эксперимент оканчивается неудачей. Ее творение, фантом, оказывается бракованным. Его панцирь слишком быстро затвердевает, шелк истончается, и потому он оказывается отвергнут собственной создательницей. Однако даже это не останавливает матерь. И вот во второй раз ей все же удается. Итак, она создает свое дитя. Из плотно сотканного шелка, с разумом и обликом ребенка, но с острой булавкой в руках, на свет появляется Лейс. Она была создана, чтобы желать пробуждения своей матери, чтобы быть верной, чтобы любить ее. Дитя было целиком и полностью соткано ею, и потому по праву могло называться ее дочерью. Лейс подчинялась приказам родителя, руководила цитаделью так, как та того желала, и долгие годы оставалась защитницей этого места. Поддерживала тишину его залов дольше, чем многие способны прожить. И все же, несмотря на прошедшие века, ни ее облик, ни характер не менялись. Лейс по-прежнему выглядела как дитя, а ее звонкий смех все так же разливался по палатам цитадели. Но какой бы совершенной ни пыталась создать свою дочь-матерь, та не была лишена изъянов. Несмотря на вечную жизнь и огромную силу, Лейс ощущала себя слабой и неполноценной. Она была соткана из шелка, а значит, всецело зависела от его повелительницы. Собственное существование казалось ей пустым и лишенным смысла. Без матери она была никем, и та намеренно создала ее такой. Она сама говорит: «Лучше дитя из шелка, чем они», имея в виду лучше дочь из хрупкого материала, чем ткачи. Лейс не имела права выбора. Вынужденная служить, она воспринимала себя лишь как оболочку, наделенную детскими чертами, но пустую внутри. У нее не было настоящей жизни, как и не было подлинной сущности жука. И мне кажется, что немалую роль в формировании ее личности сыграл фантом. Отвергнутый матерью, он был заключен в капсулу и лишен всякой надежды. В игре мы можем услышать, как он обращается к Лейс. Она обвила нас, чтобы мы чахли. Она обвила нас, чтобы сломать. Почему мы, сестра? Возможно, именно судьба сиблинга пробудила в Лейс страх быть брошенной. Осознание того, что мать может с легкостью заменить ее, так же, как и фантома. Потому появление Хорнет стало для нее потрясением. Да, до нас в Фарлум привозили и других потомков ткачей. Но дитя ткача и черва было иным, и Лейс знала это. Именно поэтому она и помогает Хорнет освободиться из плена в самом начале игры. В бою мы можем заметить, как Лейс управляет шелковыми мухами, и одна из них как раз и снимает защитное заклинание с клетки Хорнет. Все время Лейс насмехается над жучихой и отчаянно пытается сломить ее, но во время сражения с ней мы можем услышать ее мысли. «Почему она, мать? Узри, как я служу тебе. Я не зачахну, не буду лишь брать. Узри меня, своего рыцаря. Узри меня, свою дочь». И вот Хорнет достигает колыбели
и бросает вызов Великой Матери Шелка. При поддержке других жуков она устанавливает ловушку, способную отправить божество в пустоту. Но в последний миг Матерь успевает схватить Хорнет, и в тот момент, когда она пытается отнять у жучихи силу шелка, вмешивается Лейс. Сломленная собственным поражением, она отрубает Матери конечность, спасая Хорнет, а затем вместе с ней исчезает в бездне. Так Лейс совершает свою месть Матери. Пожертвовав собой, лишь бы не позволить ей победить, она обрекает Фарлум на гибель. Ведь на самом деле Великая Мать искренне любит свое дитя. И потому, оказавшись на самом дне бездны, в озере пустоты, она создает кокон из шелка, защищая Лейс и не позволяя пустоте поглотить ее. Но пустота неумолима. Она разъедает шелк, подчиняет его себе и, обретя над ним власть, разбрасывает зараженные нити по всему Фарлуму. Борьба божества с пустотой сотрясает королевство. Пропитанные ею нити поражают жуков, искажая их разумы и разлагая души. И единственным выходом, который видит для себя Хорнет, становится спасение Фарлума. Пусть она и не знала, что ловушка содержала в себе пустоту, именно ее действия стали причиной случившегося. А значит, именно ей предстоит положить этому конец. Но чтобы окончательно покончить с Матерью Шелка, Хорнет необходимо спуститься на дно озера пустоты, а та уничтожает любое живое существо, осмелившееся войти в ее воды. Единственным известным Хорнет способом выжить становится Вечноцвет, невероятно хрупкий цветок, обладающий великой силой в ее воспоминаниях. Пожертвовав сердцами 3 сильнейших правителей Фарлума, Кармелиты, Ханна и Найлет, Хорнет возвращается в собственные воспоминания, чтобы отыскать то, что поможет ей спасти эти земли. Когда Великая Мать создавала своих дочерей, она не задумывалась об их будущем. И когда ткачи бежали и разбрелись по миру, этот вопрос стал особенно остро. Как роду, состоящему лишь из самок, продолжаться? Возможно ли это вообще? По записям, найденным в колыбели, мы знаем, в некоторых землях шелкопрядам все же удалось обрести потомство, и Хорнет стала одним из таких детей. Ее мать, Хера, пожертвовала собой ради возможности иметь дитя. Попросив могущественного черва даровать ей ребенка, она пообещала стать дремлющей. Увы, Хера так и не получила шанса подарить дочери материнскую любовь. Почти сразу после ее рождения она вступила в свои обязанности. Это произошло столь рано, что в памяти Хорнет даже не сохранился облик собственной матери, лишь ее наставление – не слушать остальных ткачей и самой заглянуть за грань. Ведь они надеялись, что именно Хорнет станет той, кто повергнет Матерь Шелка и однажды займет ее место. И пусть ткачиха так и не смогла познать любви своей родной матери, на ее пути встретились те, кого она могла бы смело назвать наставницами. Так долгое время бою ее обучала королева Веспа. Именно она подарила Хорнет иглу, которой та пользуется и поныне. Позднее, во дворце своего отца, ее наставницей стала Белая Леди, супруга черва. Зная его измене, она все равно испытывала к девочке привязанность. Эти 3 материнские фигуры показали Хорнет важную истину. Сила в заботе и надежности, в способности увидеть мир лучше, чем он есть, или создать такой мир собственными руками. И вспомнив все это, Хорнет вспоминает дар Белой Леди – Вечноцвет. Получив его, она наконец может отправиться в бездну. С Вечноцветом в руках Хорнет погружается в воды озера пустоты и пробирается внутрь кокона. Там перед ней предстает Великая Мать, но в этот раз абсолютно обессилена и неподвижна. Все это время она была вынуждена бесконечно обновлять шелк кокона, который пустота жадно и неумолимо пожирала. Но Матерь не тот противник, с которым предстоит сразиться Хорнет. Ею становится пропащая Лейс. Захваченная пустотой, она бросается в бой. И если прежде она уже была грозным противником, то теперь, обретя силу пустоты, она становится по-настоящему смертоносной. И все же Хорнет удается одолеть ее и ослабить хватку пустоты, подчинившей себе ее тело и разум. Чтобы спасти свое дитя и позволить ему покинуть дно озера, Великая Матерь отдает Хорнет все остатки своего шелка. Она жертвует собой ради дочери. И когда казалось, что девушки почти спасены, силы Вечноцвета иссякают.
слишком рано, чтобы те могли выбраться из вод пустоты. Тогда в происходящее вмешивается тот, кого мы уже встречали прежде. Разрубив тянущиеся к ним щупальца, на помощь своей сестре приходит полый рыцарь, а точнее лорд тьмы. Молча и бережно он выносит девушек на берег, а затем исчезает. К счастью, и Лейс, и Хорнет живы, а со смертью Великой Матери ни Шелк, ни Пустота больше не имеют власти над Фарлумом. И значит ли это, что перед нами счастливый конец? Разумеется, это не единственная возможная концовка, но мне кажется, что именно она единственная по-настоящему положительная, и, возможно, со временем именно она станет каноничной. В одном из альтернативных исходов, если Хорнет не устанавливает ловушку для Великой Матери, после победы в бою она связывает свою силу с ее сущностью, так же, как прежде делала это с останками ткачей. Получив силу бледного существа, Хорнет сама становится божеством. Фарлум окутывается шелковыми нитями сильнее, чем прежде, а Хорнет занимает место повелительницы шелка. Похоже, именно такого исхода и желали ткачи Халонеста, надеясь, что Хорнет станет иной королевой, нежели Великая Мать. И как признает сама жучиха, часть ее действительно жаждет подобной власти, ведь господство у нее в крови. Но куда важнее другое. Иная часть Хорнет стремится к свободе не только для себя, но и для жуков Фарлума. И уже само это противостояние власти и свободы дает понять, что подобный исход вряд ли можно назвать светлым. О вреде цикличности власти говорит и господин Гриб, о роли которого мы подробнее поговорим в другом видео. Путь, что сам с тобой пересекается, дурной знак. Те, кто смотрит по сторонам, прекрасно это знают. Мне кажется, он говорит именно о повторении. Как и в первой части, где фатальной ошибкой стало бы занять место полого рыцаря, так и для Фарлума роковым исходом стало бы восшествие Хорнет на трон Великой Матери. Другая концовка еще более странная. Она связана с плодом, найденным в желчных водах, в месте, напоминающем деревянную колыбель. Этих рыдающих существ, как мы узнаем, паломники прежде относили вглубь панцирного леса, но однажды эти шествия прекратились. Если отнести плод существу, обитающему там, та нападет на нас, а после мы пробуждаемся зараженные паразитами. С этого момента состояние Хорнет заметно ухудшается. Она с трудом использует шелк, а окружающие отмечают ее болезненность. Попытка победить Великую Матерь в таком состоянии приводит к неоднозначному финалу. Паразит вырывается из Хорнет, опутывает монарха, и обе противницы, а вместе с ними и вся цитадель, окаменевают. Можно предположить, что найденный плод связан с душой, питается ею и потому блокирует взаимодействие с шелком. И даже путь в собственные воспоминания становится недоступным. Возможно, больше об этом существе мы узнаем в будущих дополнениях. И, наконец, нельзя не упомянуть вырезанную концовку, название которой можно перевести как «обреченная служить». В ней Великая Мать в последний момент хватает Хорнет, а ее нити в самые отдаленные уголки Фарлума, чтобы подчинить еще не зараженные разумы. Вероятно, именно эта концовка задумывалась как самая мрачная. В ней мы терпим поражение и становимся новой прислужницей Матери Шелка. Вы просто не представляете, как я пищала, когда увидела финал. История Silksong без преувеличения великолепна. Полностью развернув историю Hollow Knight в буквальном и в переносном смысле, игра, уже рассказавшая нам о дилемме отцов и сыновей, в этот раз освещает нам проблему матерей и дочерей. Возможно, первая часть принесла больше драмы. Молчаливый полый рыцарь был безмолвным проводником, а мы свидетелями происходящего. Хорнет же обладает и голосом, и собственным мнением. Она делает рассказ глубже, но при этом не лишает его мрачности и сложности. Silksong – это пример того, как следует создавать мир и его историю, даже несмотря на те шероховатости, которые у нее есть. Тем для обсуждения осталось еще очень много, слишком много для одного видео. Поэтому по истории Silksong выйдет еще не один ролик, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Если это видео вам понравилось, поддержите его лайком и комментарием. А если вы хотите помочь каналу напрямую, у меня есть Boosty и Patreon. Все ссылки вы найдете в описании. С вами была Цезария. Люблю вас.